Приветствую вас, дамы и господа, с вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Horizon, часть 4. Продолжаем на том, на чем остановились, а именно мы спасли этих, как их, шахтеров, два шахтера неудавшихся, которые там взрывали, получили за это опыт и 2 навыка, и я тут немножечко пробежался, здесь поблизости был костер. Сохранился на нем. И рядом с костром, походу, обнаруживается скамейка, на которой, походу, можно будет пропускать время. При этом сейчас это недоступно. И еще тут какой-то склад появился. Это ваше хранилище. Его можно найти в каждом поселении, а также во многих других местах. Когда количество собранных вещей превысит вместимость вашей сумки, лишние предметы будут отправлены в хранилище. Из него вы сможете как забирать отдельные предметы, так и восполнять запасы всех своих ресурсов, удерживая квадрат. Улучшив сумки с помощью верстака, вы сможете повысить их вместимость. То есть все-таки сумки не резиновые. Все так же придется улучшать. Открыть свое хранилище. И... Да, большое хранилище. Походу сюда все-таки что-то, да, отправилось. Куча морозильной воды, куча древесника. А инвентарь? У меня что, инвентарь переполнен? Получается. Где древесник? 94 из 100. Интересно. Больше 100 она не таскает с собой сейчас ресурсов. И больше 30 морозильной воды. Хотя вот еще вода. Это морозильная вода, это просто вода. А выглядит одинаково. Хотя нет, иконка немножко меньше. Огнежар, искровый разряд. Где я столько понабрал? Хотя огнежара маловато. Ну, как-то... Ладно. Мясо дичи. А, ну да. Там же нам белочка попалась. Так, а в хранилище получаются инструменты, боеприпасы даже. Охотничья стрела. Оружие. Что? В хранилище лежит оружие? А в чем различие? Копье защитницы. А здесь что? Родовое копье Нора. Мощное и высокотехнологичное копье. Мощное, подарено королем солнцем. В чем разница? Позволяет подключаться к системе нового рассвета. Идеальное оружие ближнего боя. Позволяет подключаться к системе нового рассвета. Так, а характеристик сколько? 3, 6, 9. То есть 8. Да. Так, не понял. В чем разница-то? А я могу его взять? Я могу его... Будет взято. Родовое копье Нора. Просто будет поменено? Нет, взял. И что теперь? Одно, второе. Оба редкие. Разницы не вижу. Да. Непонятно. А в самом начале игры, интересно, это же копье было? Родовое копье или нет? Ну, ладно, пока раз лежало в хранилище. Так, хранилище на треугольник открывать. Положу тогда... А можно положить вообще? А то получится, что нельзя будет складывать предметы. Нет, можно убрать. Отметить для хранения. Тогда это копье уберем пока. Походим с родовым копьем. Не знаю, в чем разница.
Опа, костюм наследник Нора. Ха! Вот это поворот. Дань памяти любимому опекуну и наставнику. +1 лечение бесшумной атакой? Лечиться от бесшумной атаки? Вот это поворот. +1 сильнодействующие лекарства. +1 вместимость подсумка для лекарств. И... А можно смотреть? Нет, нельзя. Короче, от накопления взрывов и от заражения 13. А тут получается защита от электричества и от заражения 12. А что еще там дает? Восстановление концентрации и сильнодействующие лекарства +1. Лечение бесшумной атакой. Это интересно. Возьмем. Посмотрим. Почему тут одна охотничья стрела лежит? Ладно, фиг с ней, пусть лежит. И это тоже пусть лежит. Пока что. Ну-ка, посмотрим, как выглядит. Это получается старая броня самая, да? Самая первая. Отложу на потом. Ну да. Опачки. И плащ. Понятно. Плащ, как у этого из перьев. У Раста. Понятно. Кому этот костюмчик? Ну а что, интересно. Ладно. Так, и тут есть верстак. Что с верстаком можно сделать? Вроде бы там что-то говорилось, что мне как-то нужно новые стрелы сделать. Опачки. Улучшение оружия, улучшение одежды. Ух ты. Изготовление ловушек, зелий. Улучшение подсумков. Подсумок. Угу. Подсумок для ловушек. То есть, понятно. Всяко разных подсумок. Я могу улучшить только... Ну, стандартно все улучшается, только для этого нынче нужен верстак. Раньше ты просто заходил в меню и все апгрейдил. А теперь все на верстаке. Окей, у меня есть кость белки, и я могу улучшить... До 6 ловушек таскать смогу. Давайте улучшим. Кожа рогатой ящерицы? Ух ты. Тут ящерки будут какие-то. Ладно. Изготовление ловушек. Могу 2 ловушки сделать. Но зачем? Так, а это кислотная ловушка. Деревянные палки. Может быть установлена на местности. При контакте или падении снаряда производится кислотный взрыв. Раньше таким обозначалось заражение машины. И они становились дикими. Так что не знаю, что оно из себя представляет. Так, улучшение одежды. Ага, я могу и то улучшить. Так, понятно. Теперь вот что это за треугольники такие были. А нужно ли мне что-то улучшать? Например, если этот костюм выбрать, что нужно для улучшения. И у меня при этом все есть для улучшения. Нифига себе. Ближний бой. Урон от ударов прибавляется. Лечение бесшумной атаки. И защита увеличится. Так. А у этой брони? Восстановление концентрации. Тоже ближний бой улучшится. До 2 получается. И тут до 2. 2, 4, 5. А тут 2, 4, 5. Только еще защита от электричества. И ячейки открываются на 3-м уровне. 1 ячейка. А тут? И тут тоже на 3-м уровне ячейка откроется. Лечение при низком здоровье. А тут плюс концентрация. Ну, раз есть такой костюмчик, побегаем пока с таким. Потом уж посмотрим. Так, ну-ка, улучшим. Давай. Улучшение выполнено. Так, а вот акустическая камера наракопа только 1. И если смотреть здесь... здесь не нужна это... Окей, здесь совсем другие ресурсы улучшают эту броню. Прочная пластина, малое ядро. А тут циркулятор наракопа и акустическая камера. Ну, значит, можно улучшить до максимума. До 3-го уровня.
Что нам стоит? Улучшить. Окей. И можно улучшить и эту броню. Только надо... А вот эту не смогу. Нужно рог гребнерога. Это вот те самые новые машины. Вдруг мне защита от электричества будет важнее. Так что все-таки эту броню тоже надо прокачать. Сколько могу. И придется поохотиться на этот рог. Рог этот найти, короче. Окей, здесь разобрались. Улучшение оружия, как выглядит. Морозильный взрыв проща, охотничий лук. Ага, наверное, в охотничий лук можно будет вставлять больше стрел. Да, вон стрела. Появляется, разблокируется. Угу, вот как оно теперь работает. Так, кислотные охотничьи стрелы теперь доступны. А это увеличивает урон. И ячейку. Акустическая камера наракопа, которая... Понятно. Ну и улучшим еще до 2 уровня. Вот как нынче работает. Не лук ты покупаешь с 2-3 уровня, так сказать, с ячейками. А именно улучшаешь свой лук. Прикольно. Так, а тут только морозильная. Тут тебе не будет ничего. Ну, есть возможность улучшим. Офигеть, у меня металлических осколков не осталось. Все потратил. Ладно. Морозильный взрыв проща. Но изготовление ловушек не вижу смысл тратить ресурсы на них. Все, окей. Здесь разобрались. Опа. На одном из ваших костюмов доступна ячейка для ткани. Поместив ткань, это понятно. А на одном из костюмов... А как менять теперь? Заменить ткани на квадрат. Тут у меня уже стоит ячейка. А тут, если выбрать ячейку, у меня нету ничего. Окей. Лечение при низком здоровье увеличивает значение постоянного усиления от навыка лечения при низком здоровье. Ускорить автоматическую регенерацию при критическом малом запасе здоровья менее 25%. Так, лечение при низком здоровье, да? Как раз я хотел посмотреть в навыки. Лечение при низком здоровье. Вот оно получается. Так, ускорение автоматической регенерации при критическом малом запасе здоровья. Здоровья. Угу. Возможность выдержать большой урон при критическом малом. И то хорошо. Получение урона минус 40. Ну, раз у меня есть сейчас ачивка, улучшение на это, то почему бы не освоить этот навык? И я хотел освоить скрытность. Бесшумную атаку увеличим урон. Чё? Все, улучшилось. Окей. Сведения о навыке. Постоянное усиление, бесшумные атаки и так далее и тому подобное. Тут еще как-то нужно будет это все посмотреть, как это работает. Тут получается нужно прокачать 3 навыка, чтобы типа ульта вот это появилась. Еще вот такое есть. Прыгучая бомба. Офигеть. Ладно, 2 навыка потратили, которые нам дали в награду. Можно и побегать тут. Пособирать ресурсы, которые тут остались. И потом... Пойдем по миссии основной. О, кабанчик. Извини, кабанчик. Но мне наверняка понадобится с тебя мясо, чтобы делать какое-нибудь лекарство. Хотя сейчас тут повара появились, так что... Как в каком-нибудь Monster Hunter. 10 зараженных стрел. Всего лишь. Обычные стрелы 20 можно. Офигеть, я попал хрюшке в ногу, и он ногу поджал. Это мне показалось? Или так оно и было? Опа. А ты кто такой? Еще один кабан. Вы чё тут развелись?
Стоять! И правда остановился. Бедная хрюшка. Пришла тут Элой и начала их разносить всех себе на еду. Так. Окей. Посмотрим, что по карте. Где я? Зона обитания наракопов. Какая-то точка непонятная. Тут у нас костер. Ага. Я был тут, получается. И я сюда попал как-то через гору. А могу ли я также сейчас на гору забраться? Пойдем проверим. А где-то тут эти... Копьероги, как они, блин. Я до сих пор пока еще не выучил. Рядышком были, ходили. Крыса. Так, а где... Я видел, здесь что-то светилось. Ладно. Прям кустарники из сухих веток. Так близко растут. Так, ну я как-то же спустился. Понятно, как я спустился. Ну да, там же был такой быстрый спуск. Спуститься-то я спустился, а смогу ли я подняться? Походу, да. Вау. Будет ли это быстрее? Ну что ж. Скалолазение. И при этом на скалах что-то растет. Вау. Собрать багроцвет. Прикольно. То есть для каких-то ресурсов тебе придется лазить по скалам. Так, а что тут было? Ну, кроме цветка. Тут есть на карте обозначение, что путь закрыт, что-то в этом духе. Путь перекрыт. Нет необходимого инструмента. Да. Опа. Там что-то фиолетовое. Окей. Что-то синее, и я не могу туда добраться. Из-за того, что я не могу ничего сделать с этими синими ростками. Да, странно. Я ж иду правильно по той горе, где... А ну не падать. Класс. Вау. Так, надо смотреть под ноги. Офигеть. Вот это да. В предыдущей игре бы... Элой бы просто бы сейчас умерла. А она тут пока падала, цеплялась руками за камни. Так, ладно, надо смотреть под ноги. Где я тогда видел что-то зеленое? Хотя немножко хп потратилось. Где мы забирались? Где-то же должен быть этот веревка или как ее? Не пойму. Отсюда, да? Вот здесь, получается, что-то было. Я видел. Пока мы спускались на этом фуникулере. Ага. Ну, раз мы тут на горе, погнали, проверим. Насколько высоко надо лезть, только непонятно. А если просканировать визором? Нет, не видно. Ну зацепись. Не хочет. Так, то есть тут так просто не пролезть. Обидно. Тогда, может быть, аккуратно как-то спуститься все-таки. Получится ли? Да, получилось.
Вот тебе, лазим по горам. А, да, вот он, этот фуникулер. А мне, походу, надо было бы куда-то прямо аж туда. Но здесь нету зоны, где я могу просто пролезть. Да. Ладно, тогда не рискуем. А лучше спускаемся как-нибудь. Как-нибудь. Где-то ж тут был подъем. Тут нельзя. А вот тут? Тут тоже зацепиться нельзя. Как-то обидно. Одновременно она местами лазит по таким же местам, а местами нет. Так, не падать. Точнее, падать, но аккуратно. Аккуратно спускаемся. Кабанчик! А ну стоять. Да, смирно стоит и никуда не убегает. Как-то тут животные пока что какие-то очень аморфные. В отличие даже от первой части. Там они тоже как-то не спешили убегать. О, костер рядом. Нормально. Ну да. Ну, сохранимся. Я сказал, сохранимся. Спасибо. Так, ну что ж. Идем по основной миссии, наконец. Возьму на будущее. Какая зеленая вода. Кабанчик ходит. Красота. Где эти зоны обитания нарокопов? Окей. Они мне не нужны. Хотя, если так посмотреть, у меня основное задание это сейчас добраться до скрежета горы. И, кстати, весьма неплохо. Раньше на высокой уровне сложности, в первой части, получается, тебя противники замечали прям сдалека. Нынче прям они ходят и тебя особо не замечают. О, ну-ка, опачки. Ха. А это что зеленое такое? Опа, осколок зеленца. Осколок зеленца взять. Самоцвет. Зеленый, как огнежар, но твердый и блестящий. Надо бы показать торговцам. Это самоцветы наподобие, как были в дополнении к первой части. Так, вы нашли кусок зеленца, редкого и ценного ресурса. Спрятанный по всему миру зеленец можно использовать для улучшения некоторых видов оружия и предметов, а также для торговли с определенными торговцами. Окей. Скрежет горы. Окей, в ту сторону. Кто? Что за звуки такие? Крыска! Попала. Класс. Сочный кусок мяса выпал. Прикол. Сколько у меня древесника? Если понадобится, Подсумок потом заберу. заполнен, отправлено в хранилище. Раньше можно было таскать с собой до 1000 и более, там до 2000. Сколько хватает. А сейчас все оставшееся просто падает в хранилище. А вот и скрежет горы. Стой! Джоров сказал, здесь я смогу улучшить лук. Попробую подкрутить и другое снаряжение. Я уже улучшил лук. Опачки, вон еще зеленоцвет. Класс. Походу мы пришли куда надо. Да. Зеленец. Зеленоцвет. Да. Элой, выйди. Вот так. Молодец. Так,
Где мы по карте, чтобы хотя бы сориентироваться? Угу, понятно. Ух ты, тут неизвестное задание. Тут все так же я не поохотился на огненных гребнерогов. Вот в чем проблема. Там для улучшения... А для улучшения чего? Я могу сейчас посмотреть? Мне ж нужны были эти рога. Нет, не посмотреть так, походу. Никак. Или для оружия. Ладно. Сбегаем быстренько. А где я поставил метку? Ага. Сбегаем быстро, посмотрим, на что они тут способны, эти гребнероги. Камень. Опа, ресурсики. И еще что-то. На эту скалу можно залезть. Спасибо, что Интересно, сказала. нет ли наверху чего ценного? Маленький ящик с припасами. А наверху что? Какая-то трава там была просто. Элой, запрыгни. Спасибо. Этот пигмент неплохо ложится на броню. Пигмент. А, и правда, там есть что-то наверху, какая-то башня. Но к этой башне позже. Сейчас пойдем поохотимся на новых зверушек. На новых роботов. Вау. Что это? Какая-то новая трава еще растет в таком месте. В живописном. Рыбки. Вау. Вот это кайф. Хм. Но на этих рыб охотить, ловить нельзя их. Зато есть такие вот цветки какие-то. Водоцвет. Понятно, водоросли какие-то. Я собрал. Окей. А внизу ничего нету? А вдруг есть проход? Есть проход. Куда-то. Ну, меня сейчас занесет куда-нибудь в гору. Блин, бесит немножко, что дозагружается маршрут. Затопленная пещера. Да, пошли поохотиться, называется. В пещеру приплыли. У Илой же должно появиться потом какое-то приспособление, чтобы дышать под водой. Может быть, все-таки я рановато сюда плыву. Так, что-то мне не нравится. Там далеко плыть придется. Рискнем? Проплывем? Да, вон есть все-таки. Окей. Да не обманывай. Вот это приплыли в пещерку. Вау. О, тут еще зеленоцвет. Класс. Зеленец. Зеленоцвет. Короче. Отлично. Возьму этот зеленец на будущее. И ресурсики. И что это? Ты кто? Нормально. Скрючился тут кто-то. Заражение камня. Что? Ого, ресурсов. Ого, как глубоко. Вот это да.
И там какие-то непонятные древний ящик с припасами. Прям древний. Смогу ли я доплыть? Посмотрим. Хотя бы вот до этого ближнего. Так, окей. Вверх. Быстро, быстро, быстро. Воздух, воздух. Где еще? Ого. По-моему, глубоковато. Быстрее наверх. Лой. Фух, успели. Так, ладно, больше так не рискуем. Здесь еще есть что-то. И тут еще куда-то проход. Металлические осколки. Воздуха. Ага, понял. Так, надеюсь, там будет... Воу, не-не-не-не-не-не-не-не, нет, 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 нет. Там явно далеко плыть. Это явно мне придется потом, когда у меня появится акваланг, так сказать. Фух, теперь я хотя бы взбодрилась. Ага, и чуть не утонула местами. Зато ресурсиков подсобирали. Да уж. Казалось бы, простое озеро. Но вот таким вот геймдизайном, не знаю, как это сказать, разнообразие появляется. Офигенное. Там вверху что-то еще. Опачки. И поехали вверх. Быстро. Главное не запачкать руки. Златоцвет. И еще ресурсы. Офигеть. Так, доберемся наконец-таки до этих козлоногих. Добрался. Так, ну что ж, что это за машины такие? Огненный гребнерок. Так, уязвимость, холод. А зачем же мне кислотные тогда стрелы надо было, когда этот сказал? Так. Цепная реакция. Огненный гребнерок. А можно посмотреть здесь? Окей, емкости. Верхняя емкость. Цепная реакция огонь. Посередине цепная реакция непонятная штука. Урон от воды. У меня что, будут водные стрелы? Ха. Так, что ж получилось? Так, посмотрим. Попробуем кислотными стрелами реально выстрелить. Может, они работают, как и тогда, заражают. А, можно пометить машины. Тут много ресурсов, кстати. А они тут 2 машины всего лишь? Так, ну что ж, попробуем. Так, ну одну машину заразил. В состоянии зеленого коррозии цель частично теряет броню и становится более уязвимой к урону. Ага, не зря это огнерок.
Она еще и огнем фигачит. Вот это поворот. Да, это тебе не просто эти... Как они там, блин? Вот это олени. У меня стрелы закончились. Так непривычно, что у меня стрел мало. Ладно, надо спрыгивать отсюда побыстрей. Это тебе не жвачники. Опять заканчиваются ресурсы. Заморозили. Главное, чтобы не подошел второй. О, можно критануть. Быстрей, быстрей, быстрей. Ага, с первого. Первый готов. Вы достигли 4 уровня. Быстро. Ага, вон второй сидит. Ну-ка. Пока он меня не видит, уберите это с экрана мне, пожалуйста. Просто пол экрана мне. Так, ну-ка, лазутчик. Что тут у нас? Увеличение урона при скрытной атаке дальнего боя. Ух ты. Вот это да. Так, повреждение брони при скрытой атаке больше. Вот оно как нынче. Так, а у луков больше концентрации. Бомбы. Так, воин Нора. Мощная серия ударов ближнего боя. Нет, пока нет. Я хочу больше концентрации. Не понял. А почему не могу улучшить? Непонятно. У меня ж один навык есть. В чем проблема? Я не могу больше концентрации. Странно. Ладно, тогда защиту больше при критическом... Что? Почему у меня не отображается эффект? Непонятно. Так, остался у нас один. А можно его подозвать и нанести крит урон? Или я могу просто подобраться к нему и нанести крит урон также? Делаем, короче, так. Я поставлю тут мину. На всякий случай. Я ж могу их собирать вроде бы. Нанесем критический урон и пробежим через мину. Вот! Через мину, я сказал. Ты куда? Стоять! А еще? О, блин, у меня морозильная вода закончилась. На тебе, прям в глаз. 42 урона. На тебе еще. Я тут для кого мину поставил? Эй! Тут животное. Предыдущий был более смелее. А теперь он бежит на меня, как только я мину убрал. Хитрое животное. Какой-то ресурс отбил. Чё оно так тупит? Я не понимаю. Должно сработать. Что должно сработать? Да, я не понимаю немножко нынче боевку. Она немножко... Она все-таки изменилась. Пока не понимаю. Интересно еще то, что я выпил малое лечебное зелье.
И у меня стало больше хп. Это как раньше желтую лечебку ты выпивал. Только желтая лечебка, она действовала ненадолго. А у меня прям постоянный эффект сейчас присутствует. Грузовой отсек. Интересно, что обычные стрелы отбивают грузовые отсеки те же самые. Они просто наносят урон. Так, это просто лекарство, да? Окей, поохотились. Вроде бы все. Кабанчик. Стой, кабан! Ха-ха, засел такой, как будто и не видит. Уберу в хранилище на всякий случай. Окей, наконец-таки погнали в город. Уже успели и поплавать, и дополнительную миссию выполнить, и поохотиться на новых роботов. А до города так и не добрались. Еще такая же трава непонятная. Посмотрим наконец-таки, что тут происходит. Нам идет чужеземка. Это спасительница? Зайдешь, спасительница? А то. Приветствуем, скрежете горы. Открывайте. Приказ Джоруфа. Ну, раз приказ. Твою же кузню! Петра? Элой, что ты здесь делаешь? Наконец-то здесь появилось что-то хорошее. Одни знакомые лица. Я тоже типа. рада тебя видеть. Идем. В этой дыре толк только от клятой пивоварни. Да, я слышала. Машины, остановка работы. А это самые свежие проблемы. Скрежет горы всегда был болтом с сорванной Да резьбой. уж. А вот и самый ржавый болт. Не наша земля, не наша проблема. Секачи — это проблема для всех. Урванд. Слышала о нем? Ага. Да. Такая история требует холодного пива. Петра. Я тут ненадолго. Иду на запад. Планируется посольство в свет пустоши, и я отправлюсь с ним. А потом дальше. Ну да. У тебя свои шестеренки. Ну, огневолосая, была рада встрече. Если тебе пора, Петра. но если захочешь выпить пиво со старой подругой, ищи меня в пивоварне. Ага. Этот Ульван создает тут проблемы. Может, Петре нужна помощь? Но все по порядку. Сперва найду верстак и улучшу лук. Ага. Пойдем еще раз улучшим лук. Ну-ка. Хотя верстак мы уже нашли и так. В предыдущей... ну, да. По сути, в предыдущей серии, да. Я пошел просто в другую сторону. И улучшить лук я
Дальше не смогу, потому что мне нужна акустическая камера наркопа. Окей, надо на наркопов охотиться. Не понял. Я же вроде бы... ясно. Ловушка разбирается, а не собирается обратно. Плохо. Можно изготовить, чтобы было. Так, стоп. А что еще? Улучшение подсумков у меня теперь доступно, потому что я на кабанов поохотился. Отлично. Сумка для бомб. Это надо. Это прям 100% надо. И это для ресурсов еще больше. Лечебные ягоды 30. Пищевые ресурсы. Обычные ресурсы. Необычные ресурсы. Редкие ресурсы. И очень редкие ресурсы. Окей. Вот так нынче улучшается. Класс. Так, мне на енотов охотиться, на белок. Короче, всю живность надо валить, как и раньше. Изготовление зелий, лечебные ягоды и мясо дичи. Угу. Целебный отвар небольшого объема, изготовленный из растений. Так, это густая темная жидкость. Так, мгновенно восстанавливает 250 единиц здоровья. Повышает максимум здоровья до 188 единиц. Вот она в чем. В чем фишка. Так, а ты кто? Хакут Лавка какой-то. закрыта? Ага. Можно поработать у верстака? Останавливать не буду. Я только что поработал уже. Ладно. Как все странно работает. Миссия есть какая-то? Это кто? Это Петра, понятно. Первая встреча Лоис с Петрой произошла в поселении Свободная гора. Окей. Ага, и тут есть ящик, который хранилище. У него внутри дома там что-то есть. Интересно. Стоп, я не могу с ним поговорить? Почему? Зато могу сделать так, да? Нет? Что? Алло? Поговори с ним. А вот так. Отдохнешь с нами? Странно. У него вон там ресурс какой-то лежит. И как туда забраться? Типа через крышу? Ха-ха, через крышу пробрался. И украдем ресурсы. Маленький ящик с припасами обыскать. Тут была дверь. Ха. Ладно. Я могу с ним поговорить через... Вот так? Нет. Не могу. Похоже, опять меня ограничивают в том, что я по миссии типа не могу пока купить броню. Какой-то бред местами. Так, тут еще что-то. И... Что? Куда? Вау. А это, походу, повар. Эй, Милдув! Милдув! Представляешь, я взял твое рагу с собой в пустоши. Его хватило на всю неделю. Чувствовал себя так, будто смогу придушить бегуна. Бери, пока есть. Кажется, у тебя можно разжиться неплохим провиантом. Что опять? Ты тоже можешь получить скидку, но придется зайти позже. По-моему, ты меня с кем-то перепутал. Так ты не от Ульвунда? Нет. О, извиняюсь. Просто его дружки от меня никак не отстанут. А тут еще пришел конец моей сковородки. Поскольку у меня и так куча проблем, может, перейдешь к тому, зачем пришла? За твоей едой. Ну, конечно. Чем тебе люди Ульванда? Люди Ульванда создают проблемы? Ох, да.
Они требуют моих лучших блюд, но у меня нет оборудования, которое позволяло бы готовить в больших количествах. Я уже не говорю про скидку для Ульванда, на которой они настаивают. А если ты откажешь? Я повар, не бузила. Как ты попал в скрежет горы? Услышал о новом развивающемся городе на границе. Где город, там и таверна. А я работу искал. Ну, пришел сюда и стал готовить. Некоторые тут ни разу не пробовали простого рагу из кабанины с ягодами. В общем, все возвращались, чтобы поесть еще. Еда им понравилась. Или эль. Насчет пищи. Тот клиент сказал, что твоя пища помогла ему выжить. Мне в пути такое пригодилось бы. Ага. Я бы с удовольствием помог, раз у тебя хватает приличия вежливо попросить. Но... Но у меня больше нет моей особой сковородки, а без нее я не могу готовить свои фирменные Да, догадаюсь. блюда. Мне придется сковородку Не искать. хочу думать, что будет, когда придется отказать Ульвунду и его дружкам. Даже если бы у меня были ингредиенты, я ничего не приготовлю. Если только ты не принесешь мне временную замену. Что тебе нужно? Из ингредиентов несколько кусков хорошего мяса и большой пучок стеблей горьколиста. Вот и все. А насчет сковороды, на время хватит листа рифленого железа, пока не сделают новую. Поищи в запасах мусорников вдоль реки на северо-востоке. Не волнуйся, я его почищу. А кабанов и горьколист найдешь без проблем. Судя по одежде, ты хорошая охотница и собирательница. Я поищу. Спасибо тебе. По-моему, Вот как звучит благодарность. И не давай никому собой помыкать. Ладно? Постараюсь. по-моему, у меня все это уже есть. Щепотка смелости. Открыть меню заданий. 5 мяса дичи. 3 добудьте горьколист. Пройдите в зону обитания мусорников. Так, например, так. А на карте можно показать? Да, квадратом. И это то самое место, где я еще не был. То есть я хотел сюда сходить. Так, а что будет, если я к нему сейчас подойду еще разок? А, приветствую. Как твои поиски? Кстати, об этом. Мясо принес. Просто что тебе нужно и все. Ну-ка. Что тебе нужно для коронного блюда? Для начала лист рифленого железа. Буду готовить на нем, дожидать. Окей. Я его почищу, не волнуйся. А для самого тогда... Ладно, хватит. Понятно. Мне пора идти. Хорошо. Ваш заказ. Окей. Тут посмотрели. Это какие-то данные там? Да. Какой-то свиток. Мои брови. Новый носитель данных. Что? Угу. Бланк жалобы. Испачканный пеплом и заполненный нервным почерком. Окей. Окей, этот повар нам нужен, пригодится. Его миссию нужно выполнить будет, обязательно. Да, Знаешь, что нам нужно? Хорошенько разведать Проблема, Ульвун. Ведь секачи досаждают всех. так, а здесь что происходит? Чего ты хочешь, Ульвун? Тебе нужны осколки. Дорогой наместник, считаешь, меня можно купить? Если вам нужен мой сигнал, просто заставьте своих солдат убрать отсюда сикачей и подпишите закон об уступках. Поймите, другого выбора нет. Привет. Спасительница, вовремя как никогда. Мы можем обсудить крайне важные для Дома Солнца дела? Можем. Позже. Хорошо. Я буду ждать. Итак, спасительница, избавившая мир от Дервала и Гелиса. Допустим. Я слышал много сказаний о красоте и храбрости юной воительницы. Владелец Ульвунд, к твоим услугам. Ну,
И что оторвало тебя от шелков и лучших вин Меридиана и привело в наше жалкое поселение? Спасительница нужна и в других землях. Я иду с посольством. Посольством? Но во имя кузни... Шестерни большого механизма. Значит, ты здесь проездом. Уйду, как только разберусь с вашими проблемами и спасу, кого нужно. Ты про секачей. Чтобы посольство прошло здесь, нужно их истребить. Так, у тебя много дел? Не отвлекаю. Не так быстро. Остановка работ. Это ты остановил работы? Именно так. Мы рабочие, а не солдаты. Пусть Карха разберутся с машинами и дадут нам честные условия труда, без риска для жизни озерам. Честные условия? Это твой закон об уступках? Это не мой закон. Я выступаю от имени всех рабочих озерам на этой земле, которые трудятся, не покладая рук. И в обмен на все их богатства мы просим лишь передать права на землю народу, который на ней живет. Ясно. А какую долю получишь ты? Лишь небольшое вознаграждение за мой вклад в благополучие сообщества. Прикол. Кажется, ты не очень-то уважаешь наместника. Что ж, я не собираюсь расшаркиваться перед каким-то нарядным чиновником, когда моих товарищей по работе принижают, ущемляют и эксплуатируют. Это что за Ленин такой местный? Благородно? Я родился с молотом в руке, не получил ничего по наследству или в дар от правителей. Ну точно, еще серпа не хватает. Все, что у меня есть, я добыл себе сам. И где сейчас твой молот? Бремя руководства заставило меня отложить его. Кархи сидят в безопасности, пока озерам рискуют жизнями в местных шахтах. Пора было вступиться и сказать «хватит». Он в центре города. Но пока снаружи так опасно, я не буду рисковать жизнями озера. Я разберусь с секачами. И когда я закончу, работы возобновятся. Раз идет к этому, я пока буду заботиться о безопасности наших людей. Будь готов подать сигнал. Секачи. Новое задание. Побочное Надо узнать, задание. что хотел тот наместник Карха. Он должен быть в таверне. Так, ладненько. Ну, наконец, разузнали, что тут происходит в городе. На этом пора заканчивать нынешнюю серию. Так что увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Это была 4-я часть прохождения Horizon. И всем до скорых встреч. И пока-пока.